склонность к подтверждению своей точки зрения. В центре Москвы творится какой-то пиздец. Мозг автоматически будет стараться отвергнуть этот факт или найти другую причину, почему он не является релевантным, или его источник не является релевантным, если он не вписывается в его картину мира. Да подумаешь, это ж небось и не зыбучие пески. Сегодня вечером поржем с друзьями. К сожалению, это проявляется у нас на всех трех этапах работы с информацией. В том, как человек ищет информацию, в том, как человек ее воспринимает, и самое страшное, в том, как он ее вспоминает потом. Наша память дырявая хуйня, когда ей надо быть такой. Это стремление как можно меньше стараться менять свою позицию становится причиной огромного количества антинаучных заблуждений и стереотипов, начиная от боязни прививок и заканчивая верой в гороскопы, справедливую карму и прочие высшие антропоморфные силы. Терпилы на стрёмных работах идут к ним же в корзину. И вегану будет очень сложно с первого раза переварить тот факт, что многие животные часто убивают ради развлечения. Это не белое или черное, это всегда серое, блядь. Людям, которые верят в глобальное потепление, информация тоже как зайдет, так и выйдет. Они очень склонны верить, что МДМА и тем более психоделики практически безвредны и помогают расширить сознание. Привет. Меня давно не было, но это уже не впервой. Я вернулся из Америки и уже успел уехать в Хорватию. Влоги оттуда будут со временем. Далекое будущее. Несколько объявлений сегодня сделаю, наверное, уже это будет из Москвы. Пока давайте приступим к нашей сегодняшней теме. Привет, сегодня 1 июля, только что закончился матч Россия-Испания. В центре Москвы творится какой-то пиздец. Волею судеб я впервые за месяц здесь оказался в центре. И пойду-ка я посмотрю, что творится на всем известной Никольской. Мне кажется, сегодня будет в Москве дебош. Нихуя не получается говорить, потому что тебя просто... Рубрика без комментариев. Последний раз такое я помню, когда русские выиграли чемпионат по хоккею, по-моему. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. The tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with. And we can't get enough, no. Heaven, if you sent us down, so we could build a playground for the sinners to play as saints. You'd be so proud of what we made. I hope you got some beds around, 'cause you're the only refuge now. For every mother, every child, every brother that's caught in the crossfire, that's caught in the crossfire. В своих весенних влогах, когда еще не углублялся в нейробиологические тернии, а лишь плавно лавировал в психоте, я очень много внимания посвятил предвзятости, справедливости и ограниченности анализа. Тогда, опираясь на стремление мозга работать по минимуму, я рассматривал случаи, когда мы стремимся принять во внимание сторону клана,
Или случаи, когда мозг тупо срезал при любой возможности, никогда не вдаваясь в суть дела. И получал совершенно ничего общего, не имеющего с реальностью результат. Как часто это сегодня бывает. Я еще приведу примеры. С точки зрения сегодняшней темы, те влоги — это ее частные случаи. Сегодня мы попробуем их объединить в более такую уже лаконичную концепцию. А поговорим мы сегодня о таком психологическом явлении, как склонность к подтверждению своей точки зрения. Корни явления лежат в той же биологической линии и энергозатратности. Головной мозг содержит в среднем 100 миллиардов нейронов. Они связаны друг с другом триллионами и триллионами связей, постоянно формирующих какие-то нейрохимические сигналы. Каждый день в мозгу формируются миллиарды новых связей. Это тот опыт, который вы получили в течение бодрствования и откладываете в течение сна. Теперь, возможно, многие из вас помнят, что при весе примерно, в хорошем случае, 1200 грамм, мозг может сжирать до половины пищи и до трети-половины кислорода, потребляемого организмом. У этого двигателя очень большой расход, а нашим предкам на протяжении сотен тысяч лет требовалось более 5000 калорий тупо, чтобы покрывать свои какие-то двигательные потребности и теплорасход. Вспоминаем, что тогда еще не было ни консервантов, ни холодильников, и теперь подумайте, сколько надо оленей в день убивать, чтобы прокормить семью. Наверное, напрашивается логичный вывод, что сильно там мозговать особо не хотелось. Разве что вас припрет к стене. Грубо говоря, я сейчас ем где-то 2000 калорий в день. Итак, мозг просто не мог не сформироваться не ленивым, включаясь на полную только при жестких стресс-реакциях, жестких кризисах или в случаях каких-то патологий. В этом веке вообще в России можно бегать и прыгать по дорогам. Дамы и господа, здание ФСБ. Блять. Вообще нереально, и я не очень понимаю, надо ли это вообще делать. Там какое-то мясо, просто не протолкнуться. Пахнет пивом. И снова мы возвращаемся к его желанию срезать везде, где только можно. Итак, я рассказывал, где он срезает при решении задач, где его ставят перед выбором, когда он очень не хочет делать выбор, а для этого делать анализ. Я рассказывал, где он срезает, когда разные варианты представлены разными группами людей, и какая-то из этих групп является его родственной. Теперь давайте копнем и рассмотрим немножко глубже эти примеры. Вот возьмем закоренелого либерала, сбежавшего из России, или возьмем закоренелого ватника, живущего на Урале, допустим, смотрящего Первый канал каждый день. Каждый из наших героев имеет устоявшуюся точку зрения. Каждый из наших героев получает подтверждение своей точки зрения из своего круга общения, из источников информации, которыми он владеет. На самом деле он это избрал, но иногда неосознанно, но об этом позже. Не имеет он, однако, редчайшего во все времена качества человека, а именно критичности. Скажу вам по секрету, мы тоже его не имеем, или имеем его частями в разных сферах, в той или иной степени. Итак, любой человек, любой из нас, попадая в этот мир, в зависимости от той исторической линии, где он родился, какой канал включил месяц назад, с кем сидел в школе за одной партой, с кем дрался в институте за девушку, какой пищевой режим соблюдала его мать во втором триместре беременности. В зависимости от миллиардов различных факторов, его окружения на разных этапах его развития,
Честно говоря, господи, не хочу даже вдаваться в детерминизм, но это зависит от того же самого и у ваших предков. Я имею в виду ваши наклонности. В зависимости от всего этого он будет иметь различные установки и склонности. Лучше воспринимать ту или иную систему аргументов. При этом каждая система может быть очень четкой, очень обоснованной, очень хорошо выстроенной, но не имеет ничего общего с реальностью. Тем не менее, она будет заставлять принимать его ту или иную сторону в спорах и так далее. И вот, когда наш герой подойдет к сознательному возрасту, его идеи и убеждения будут зиждиться уже на миллиардах и миллиардах нейронов и триллионах связей между ними. Теперь скажем мы такому человеку, любому из них, мы помним, мы там рассматривали еще полчаса назад ватника и либерала, выдаем им факт, который не вписывается в их картину мира. Мозг автоматически будет стараться отвергнуть этот факт или найти другую причину, почему он не является релевантным, или его источник не является релевантным, если он не вписывается в его картину мира. Потому что это намного проще, чем переломать огромное количество связей, уже устоявшихся в своей очень энергозатратной хероте, и принять факт, рушащий его парадигму. Вместо того, чтобы потратить тонны энергии, чтобы перестраивать миллиарды связей, на которых зиждется его теперешние идеи и представления. Я так и не попал на Никольскую, мне кажется, там полный пиздец. Пойду-ка я лучше поближе к автозакам. Здесь народу поменьше, и можно даже ходить. Там сегодня или вчера первый раз поставили металлоискатели на входе на Никольскую. Я думал, что из-за них пробка, но по сути там люди вообще не задерживаются. Просто за ними еще более плотная толпа. И заходить туда просто без толку. Там ты будешь стоять и топтаться. Короче, на Никольской просто можно только стоять и орать, там нельзя двигаться, нельзя ничего делать. В метро зайти нельзя, все машины стоят, везде пробки. В такие дни понимаешь, что слава богу, что Собянин сделал широкие тротуары. Вот чего-чего я не думал, что скажу. Но, блядь, если бы были тротуары хоть чуть-чуть уже, мы бы уже давили друг друга в давке. Мэрское бабло, я иду! И не стоит думать на каких-то глупышей вокруг себя, которых вы не любите. Это свойственно нам всем. К сожалению, это проявляется у нас на всех трех этапах работы с информацией. В том, как человек ищет информацию, в том, как человек ее воспринимает, и, к сожалению, в том, самое страшное, в том, как он ее вспоминает потом. Итак, естественное желание мозга. Лишний раз ничего не строить, лишний раз ничего не ломать. Оно помогало нам экономить энергию, когда нам нечего было жрать. Но сейчас оно просто тормозит человечество на пути к прогрессу. Сейчас мы 100% времени тратим на секс, еду, развлечения. Это стремление как можно меньше стараться менять свою позицию становится причиной огромного количества антинаучных заблуждений и стереотипов, начиная от боязни прививок и заканчивая верой в гороскопы, справедливую карму и прочие высшие антропоморфные силы. Люди очень убеждаемы, но приняв решение единожды, они держатся за него намного сильнее. По опросам, те люди, которые сомневались, хотят ли они выбрать Обаму или кто там с ним соревновался, после того, как они выбрали Обаму, уже намного более уверенно утверждали, что Обама намного круче и так далее. И люди всегда, сделав выбор, держатся за него намного лучше. Можно вспомнить, как несчастные жены держатся за алкашей мужей и так далее, и так далее. Этих примеров миллиарды. Терпилы на стрёмных работах идут к ним же в корзину. Да мы все там сидим в той или иной степени. Извините, мне нужно встретить Юлю. Юля опаздывает отбой, давайте продолжим. Ох уж это Юлия. Весь дневной свет просираем, аж второй день. Ох, поговорим о людях, которые
верят в гороскопы. Ну ладно, про всех людей мы поговорим, но про вас, дурочки, в первую очередь. Итак, что же такие люди делают? Они отвергают тонны статистических, научно обоснованных фактов, отдавая предпочтение частным случаям, которые могут подтвердить их родную позицию. Все водолеи мудаки, я знаю 4, и все мудаки. Тоже можно сказать про тех, кто везде стремится видеть одно и то же их число, или символ, или животное, или слово. Психологически, на самом деле, постоянно его выискивая. Я сам таким был. Тупой зеленый в 20 лет. Мне казалось, что я везде вижу 22. Нет мне прощения. Ну, по сути, что взять от малолеток? Большинству моих подписчиков 24 плюс лет. От вас я такого не потерплю, ребятки. Хотя даже в 20 лет я, казалось бы, был таким тупорылым дегенератом. Я, тем не менее, при том, что я верил, что везде вижу 22. В метро и везде, на всех циферблатах. Я просто стал вести статистику. Я просто стал записывать все числа, которые я вижу. И в какой-то момент оказалось, что это пиздеж, самопиздеж. Все, что и требовалось доказать. Наверное, если бы я был экстравертом, я бы сегодня кайфанул, со всеми познакомился. Но я чувствую только собранность. Но, продолжаем. Самое страшное, что даже получая релевантную информацию, которую невозможно опровергнуть, люди склонны быстрее ее забывать, если она не вписывается в их парадигму. Наша память склонна в первую очередь обслуживать наши собственные убеждения. И вегану будет очень сложно с первого раза переварить тот факт, что многие животные часто убивают ради развлечения, даже устраивают геноцид. Да и в принципе человек во многих своих жестокостях и извращениях далеко не одинок, а иногда и очень даже скромен. Антивеганам в свою очередь сложно дается понимание того, что реально огромные качки, гигантские, которые сидят чисто на растительном белке. Это не белое или черное, это всегда серое, блядь. Как правило. Ну, стоит, конечно, заметить, что там должное есть неудобство, потому что получать нужное количество растительного протеина нужно из гораздо большего объема пищи. Но, как бы, если хочется, почему бы и нет. Просто жри в 2 раза больше еды, если ты такой терпилый веган. Тем не менее, будет чувак в 2 раза больше меня, и я таких видел. Про температурные фазы Земли и про то, что на канадском архипелаге, что ныне покоится во льдах, большую часть истории позвоночных, нежели крокодилы. Людям, которые верят в глобальное потепление, информация тоже как зайдет, так и выйдет. Ну, в общем, принцип вы поняли. Наша память дырявая хуйня, когда ей надо быть такой. Это касается всех нас, и стоит за собой хоть чуть-чуть понаблюдать, и вы сразу это обнаружите. Мы все очень... Забыл слово. Потом вспомню. Предвзятый. Если вы русский, вы думаете, что у вас лучший генотип. Если вы собачник, вы думаете, что вы дольше проживете. И что собаки самые умные животные. И вы будете гуглить такие видосики, вы будете формулировать свои запросы. Почему собаки самые умные животные? Или сколько слов собака может запомнить? Вы не будете гуглить вес мозгов собаки. Сравнительная таблица масс мозгов млекопитающих. Собачий мозг там будет, не очень близко. Да, вот это был пример, как человек ищет информацию, когда он хочет подтвердить свою точку зрения. При этом он думает, что он не подтверждает, а лишь релевантно ее обосновывает. Да, вот я сказал русские, собачники. Да, вы знаете, возможно, некоторых людей, которые наркоманят, и они очень склонны верить, что МДМА и тем более психоделики практически безвредны и помогают расширить сознание. И точно уж безопаснее, чем
алкоголь, ну вы поняли логику. Все эти люди, и я в том числе, и вы в том числе, на каждое свое убеждение в основном ищем подтверждение этой информации, но никак не опровержение. По такому же принципу работает мания выискивания каких-то негативных мимических паттернов, если вам кажется, что вы не нравитесь человеку. То есть вы думаете, у него бровь пошла не так, потому что я как-то не так двинулся и так далее. Кажется, Юля пишет, пардон. Вот, кстати, можно привести пример, который относится в той или иной степени почти ко всем из нас. Какая идея для человека практически несовместима с нормальной жизнью? Идея о том, что все мы умрем. Психологи давно расписали все стадии пациента, которому, например, сообщают, что он умрет в течение ближайшего будущего. Ведь для остальных из нас большую часть времени работает как раз невосприятие этого факта и закрывание на него глаз. Итак, первая стадия — отрицание. Да подумаешь, это же небось и незыбучие пески. Сегодня вечером поржем с друзьями. На ней застревает огромное количество людей, говорящих, что на смерти все не заканчивается, это все часть, маленькая часть большой бесконечной жизни. На небе живет бородатый голый чувак или чувак в челме, ну и так далее и тому подобное. Далее наступает стадия гнева. Вы помните, что гнев зависит от того же куска мозга, что и страх, поэтому логично. Но просто идиотские зыбучие пески, идиотские джунгли. Вот бы цапнуть кого-нибудь за морду, дед. Едь. Идиотские джунгли, блядь. Следующая стадия — торги. А может быть, все-таки. На этой стадии происходит поиск компромисса, как и в случае других ломающих парадигму идей. Ты слышишь меня, Господи? Это я. Жираф. Слушай, если ты поможешь мне с зыбучими песками, обещаю, честное слово, я больше не буду отливать на более низкорослые создания твои. Договорились? После чего следует стадия депрессии, в которой находятся немногочисленные реалисты, при этом умудряясь как-то получать удовольствие от жизни, ну или они так считают. Зачастую это называется у них экзистенциальный кризис. То есть жить, понимая, что все бессмысленно и скоро закончится. Ну и последний, самый сумасшедший с точки зрения биологии этап — это стадия принятия. Знаете что? Я уже не против. В большинстве случаев, наверное, это когда у человека уже нет сил бороться и пытаться, но другой пример — это типа там Будда и так далее. Вот это как раз та стадия, в которой ты перестаешь бояться смерти, ты полностью ее принимаешь. Я лишь надеюсь, что с более совместимыми для жизни идеями принятие будет достигать меня раньше. Ну и вас тоже. Сладкая смерть, я весь твой. Я жду твоих любящих объятий. А? Что? Походу, дно. Мне кажется, одним из лучших ощущений, когда твоя картина мира или твое мироощущение рушится. Но, как правило, чем дольше мы живем, тем меньше вероятность такого события. С возрастом нейронов становится меньше, и связи между ними укрепляются. Таким образом, возможность переубедить старого человека со временем начинает стремиться к нулю. У многих пенсионеров, как вы знаете, раньше трава была зеленее, люди честнее, добрее, политики лучше и так далее. С другой стороны, если вы молоды, вовсе не значит, что вы открыты новым идеям. К сожалению. Непредвзятых людей просто нет. С самого раннего возраста вы начинаете получать стереотипные убеждения от ваших родителей, сверстников, преподавателей, телевизора, компьютера. Разница лишь в уменьшающейся вероятности с возрастом эту информацию дополнить или полностью опровергнуть. Вот почему, сейчас будет мораль, так важно максимальное количество времени посвящать самообразованию, чтению различных книг, знакомству с новыми людьми и новыми идеями, изучению истории и других культур, а лучше еще и наук. Ну и вообще, честно говоря, всему, до чего ты дотянешься только. Таким образом, вы, возможно, и вероятно, оставите себе больше возможностей во взгляде на все время меняющийся мир, когда вы станете старым. Я-то в советские времена, Я-то в советские времена, Я-то в советские времена, Я-то в советские времена, И каждый раз, когда вы что-то читаете, слушаете или смотрите, когда вы с кем-то говорите, старайтесь вспомнить о том, насколько вы можете быть предвзятым. Смотрите на то, как вы стараетесь выискивать ту информацию, которую вам именно хочется услышать. Все в ваших силах. Друзья, время объявлений. Драматичное стечение обстоятельств в сентябре привело меня к жуткой фрустрации. Произошло это благодаря осознанию конских затрат. Когда я расскажу вам, сколько денег я стоил в Америке, вы просто охуеете. И непомерно заниженных по отношению к ожиданиям результатов поездки. Но фрустрация — это мое топливо по жизни.
Так что я очень замотивировался в потугах вернуть свое самоуважение. И за это время задумал и даже отчасти реализовал какие-то новые совершенно проекты для себя. Те, кто сидят в моих соцсетях, знают, что я запустил Patreon. На нем я публикую материалы, которые не могу публиковать в других социальных сетях. На YouTube, Инстаграме, ВКонтактике, Фейсбуке и так далее. Там можно покупать месячные подписки на тиры как для ребят, которые просто хотят смотреть что-то не для детей, так и для ребят, которые хотят обучаться. Я выкладываю туда таймлапсы своих обработок каждую неделю. Там и Lightroom, и Photoshop. В будущем я собираюсь расширять тиры, добавлять туда всякие ништяки, подарки, полароиды и так далее. Все, до чего моя фантазия додумается. Я смотрел, там всякие модели делают приватные снэпчаты. Ну, посмотрим. Еще я собираюсь перекраивать свой сайт. Да, он еще жив. Несмотря на то, что я несколько месяцев, наверное, больше полугода ничего туда не добавлял. Там довольно жесткий большой трафик продолжает идти, не знаю почему. Я буду добавлять на сайт продавалку хорезов, потому что это самый частый запрос в мою почту по сайту. Туда же я, возможно, запилю, если освою необходимые организационные и бизнес-процессы, продавалку принтов на пенокартоне. Это по типу тех, что я вам дарил в конкурсах. Не уверен, что будет спрос на них, но пока что интересно. Напишите, может быть, кто-то готов еще покупать эти штуки или нет. В целом, честно говоря, по Патреону, судя, я больше ориентируюсь на Запад, ребятки. Вы у меня для души, а вот деньги там все в основном. Очередным этапом я хочу, наконец, запустить что-то вроде мерча. Я много лет с этим тянул и, наконец, почувствовал достаточно рационализма и упорядоченности в жизни, чтобы взяться за эти проекты. Еще бы в Штатах не тренировался несколько месяцев, тест пошел, скорее всего, по пизде. И я сразу стал вспоминать, что есть что-то помимо жопы в этом мире. Так, о чем-то мы... Начну, вероятно, с пары майк в моем стиле. Шмотки вообще, как вы могли заметить, интересуют меня довольно непрозаично. Так что, возможно, если эта тема будет развиваться, в новом году я вас удивлю какими-то ядерными психоделическими луками. Все, как я люблю. Посмотрим, как пойдет. Мне это нравится. Ориентироваться можно вообще, как это будет выглядеть, наверное, просто на примерах, где есть моя тушь на фотках. Я вся в каких-то шмотках таких. Если я там не полуголый и хвастаюсь кубиками, конечно. К слову, еще хочу сделать глаза, нормальные глаза. Так что сейчас меня сдерживает только несколько обязательств по съемкам в октябре, а после них сразу лягу под лазер. Так что если кто-то из вас сделал операцию, у меня близорукость жесткая, пишите свои рецепты, отзывы, предложения. Не знаю, что-нибудь еще пишите. Ты ли это? Я тебя не могу узнать. Посидела от ожидания видео. Ладно. Пригласил меня в веганское кафе, прикиньте. Vandalize you